18 лет назад внимание всего мира привлекли две маленькие девочки. Кендра и Малия Хэрон, сиамские близнецы, перенесли операцию, изменившую их жизнь. Но на этом их история не закончилась. Это было только начало. И вот что случилось с ними после того, как их разлучили. В коридоре больницы было тихо, но в операционной царило напряжение. Доктор Ребекка Майерс стояла над двумя маленькими телами на столе. Ее руки не дрожали, когда она брала свои инструменты. Это была не просто операция, а шанс подарить двум маленьким девочкам разные жизни. Кендра и Малия Хэрон, 4-летние близняшки, ждали этого момента всю свою жизнь. Появившись на свет с росшимися животиками, с общими важными частями тела, такими как почки и печень, они уже превзошли все ожидания, просто оставшись в живых. Теперь пришло время посмотреть, смогут ли они жить порознь. За несколько месяцев до операции мама и папа близнецов, Аарон и Джейк, оказались в центре ожесточенных медицинских и этических дебатов. Вместе с врачами и специалистами по этике со всей территории Соединенных Штатов и Европы они пытались решить сложный вопрос. Правильно ли было разделять близнецов? Эрин и Джейк Хэрон присутствовали на бесчисленных совещаниях, и на их сердцах лежала тяжесть принятого решения. Они слушали, как медицинские работники высказывали противоречивые мнения, каждое из которых могло изменить жизнь их дочерей. При воспоминании о холодном совете врача просто прервать беременность у Эрин по спине до сих пор пробегали мурашки. Линия. Я помню, как один врач сказал нам, что все, что находится у них под грудью, это просто месиво, вспоминает Эрин прерывающимся голосом. Он сказал, что у них нет органов, необходимых для самостоятельного выживания вне моей матки. Но среди неопределенности и страха один момент изменил все для Эрин. Во время магнитно-резонансной томографии она впервые увидела лица своих дочерей вблизи. «Я мгновенно влюбилась», — сказала она, и ее глаза наполнились слезами. В тот момент я поняла, что сделаю все, чтобы они благополучно появились на свет, даже если это будет означать риск для моей собственной жизни. Пока шли дебаты, Эрин и Джейк черпали силу в своей вере и друг в друге. Они проводили долгие ночи, исследуя, молясь и представляя, что может означать раздельная жизнь для Кендры и Малаи. Девочки, пребывая в блаженном неведении о грозе, которая их окружала, продолжали расти и процветать, несмотря ни на что. После нескольких месяцев раздумий Эрин и Джейк приняли решение. Они верили, что операция по раздельному проживанию дает их дочерям лучший шанс жить нормальной независимой жизнью. С непоколебимой решимостью они начали готовиться к предстоящему сложному путешествию, цепляясь за надежду и любовь, которые привели их так далеко. Когда доктор Майерс приступил к операции, мама и папа близнецов нервно ждали в другой палате. Они крепко держались за руки, надеясь и молясь, чтобы с их маленькими девочками все было в порядке. Джейк прошептал Эрин, что они борцы. Они зашли так далеко. Эрин кивнула, сжимая в руках плюшевого мишку, который принадлежал близняшкам. Она не могла перестать думать о том, как сильно изменится их жизнь. Когда они вернулись в операционную, стало страшно. Один из аппаратов начал очень громко пищать. «Сердце Малии бьется слишком быстро!» — крикнула медсестра. Доктор Майерс знала, что им нужно работать быстрее, чтобы спасти обеих девочек. Но она не собиралась сдаваться. Она в долгу перед этими сестрами, которые, несмотря ни на что, были рядом сегодня. Возле больницы репортеры с большими камерами ждали, что будет дальше. Все хотели, чтобы с близнецами все было в порядке. После долгих часов работы доктор Майерс, наконец, вышла, чтобы поговорить с Эрин и Джейком. Она выглядела очень уставшей, но на ее лице сияла широкая улыбка.
сказала Аанны, что ваши девочки разошлись и у них все хорошо. Эрин и Джейк обнялись, заливаясь слезами счастья. Их мечта сбылась. Кендра и Малия теперь были двумя разными маленькими девочками, у каждой из которых было по одной ноге. После 6 недель, проведенных в больнице, они вернулись домой. Процесс восстановления был напряженным. Бинты приходилось менять 3 раза в неделю, на что уходило по 2 часа на каждого ребумотсутыква. Несмотря на трудности, семья оставалась решительной и оптимистичной. Но впереди все еще были трудности. Восстановление Малии было особенно сложным. Помимо интенсивной смены повязок, ей требовалась новая почка, потому что та, которую она делила с Кендрой, после операции осталась у ее сестры. Малия была вынуждена пройти курс диализа, пока их мама Эрин не решила отдать одну из своих почек. «Я готова на все ради своих девочек», заявила она. Малии также требовалось дополнительное питание через зонд для кормления, чтобы ее организм получал все необходимое для нормального выздоровления. 3 раза в неделю она проходила процедуры диализа, чтобы подготовить свой организм к предстоящей пересадке почки. Эти сеансы были изнурительными для молодой девушки, но она выдержала их с поразительным мужеством. Эрин и Джейк по очереди сопровождали ее, утешая и подбадривая на протяжении всей процедуры. Несмотря на сложный график и физические нагрузки, связанные с процедурами, Малия оставалась сильной духом. Пересадка почки была еще одной сложной процедурой. Врачи потратили часы на то, чтобы подсоединить донорскую почку к кровеносным сосудам и мочевыделительной системе Малии, надеясь, что это даст ей новую жизнь. После пересадки маленький боец провел в больнице больше недели. Бригада медиков постоянно находилась начеку, проверяя ее жизненные показатели, количество выделяемой мочи и анализы крови, чтобы убедиться, что новая почка функционирует должным образом. Они следили за любыми признаками инфекции или отторжения, всегда готовые действовать в случае необходимости. Когда состояние Малии стабилизировалось и появились признаки выздоровления, команда медиков начала готовиться к ее выписке. Они научили Эрин и Джейка, как ухаживать за новой почкой их дочери, объяснив важность лекарств, диеты и регулярных осмотров. Наконец, настал день, когда их отпустили домой. Это был радостный, но в то же время нервный момент для семьи. Они покинули больницу, вооружившись расписанием приема лекарств, рекомендациями по питанию и расписанием последующих посещений. Но это было только началом нового приключения для семьи Херон. Близнецам пришлось научиться делать все по-другому теперь, когда они больше не были вместе. Поначалу это было трудно. Кендра и Малия привыкли всегда быть рядом друг с другом. Теперь им пришлось научиться спать в разных кроватях и все делать самостоятельно. Иногда они пугались и плакали друг о друге по ночам. Эрин и Джейк усердно трудились, чтобы помочь своим дочерям приспособиться. Они читали им сказки, пели песни и напоминали, что хотя они больше не были связаны физически, они все еще были сестрами, которые очень любили друг друга. По мере того, как близнецы подрастали, их медицинский путь продолжался. Каждые 6 месяцев Кендре и Малии делали операции по выпрямлению позвоночника, что было необходимо для правильного роста их тел. Эти операции были сложными, но девочки справлялись с ними с поразительным мужеством. Ежедневная физиотерапия стала неотъемлемой частью их жизни, помогая им набраться сил и улучшить подвижность. Близнецы работали не покладая рук, превозмогая боль и усталость, всегда подбадривая друг друга на этом пути. Новая глава началась, когда они начали учиться пользоваться костылями и протезами конечностей. Это был медленный и порой разочаровывающий процесс, но Кендра и Малия подошли к нему решительно и с юмором. Они часто превращали свои терапевтические занятия в игры, превращая сложные задачи в дружеские соревнования. Их успехи вдохновляли.
С каждым днем девочки становились все более самостоятельными. Их уверенность росла вместе с их физическими возможностями. По мере того, как близнецы становились сильнее, они начали открывать для себя новые возможности. Кендре нравилось, что она может перевернуться на другой бок в постели, не беспокоясь о том, что причинит сестре боль. Малия была рада обнять своих маму и папу в одиночестве. Пока все это происходило, старшая сестра близнецов, Кортни, пыталась определить свое место в семье. Она любила своих младших сестер, но иногда чувствовала себя обделенной тем вниманием, которое они получали. Джейк заметил это и стал проводить с Кортни больше времени, водя ее на рыбалку и помогая с домашними заданиями. Однако близнецы столкнулись с новыми трудностями. Ходить в школу было увлекательно, но и страшно. История. Некоторые дети были действительно милыми и хотели с ними дружить. Другие были не такими добрыми и иногда говорили гадости о том, как близнецы выглядели или ходили. Кендра и Малия научились заступаться друг за друга. Если кто-то был груб с Малией, Кендра просила его прекратить. Если Кендре было грустно, Малия рассказывала ей смешную шутку, чтобы рассмешить ее. Вскоре другие дети начали замечать различия между близнецами и узнали их просто как Кендру и Малию, двух веселых, добрых девочек, у которых была удивительная история. По мере того, как они росли, близнецам начали нравиться разные вещи. Кендра обнаружила, что ей нравится рисовать. Она часами рисовала красивые цветы и животных. Малия влюбилась в музыку и научилась играть на гитаре, хотя одной рукой это было непросто. Их младшие братья, Остин и Джастин, которые родились после того, как близнецов разлучили, считали своих старших сестер самыми крутыми. Они просили Кендру порисовать для них и потанцевать, пока Малия играла песни на гитаре. Но это не всегда было легко. Близнецам по-прежнему приходилось часто ходить к врачу на осмотры, а иногда и на дополнительные операции. Каждый раз, когда они возвращались в больницу, к ним возвращались воспоминания о серьезной операции, которая разлучила их. Однажды Малия серьезно заболела. У нее были проблемы с почкой, которую ей пересадила их мама. Она попала в больницу и оставалась там долгое время. Кендра боялась за свою сестру и ужасно скучала по ней. В это трудное время Кортни пришла на помощь. Она навещала Малию в больнице, приносила свои любимые книги и рассказывала ей забавные истории о том, что происходило в школе. Она также помогала ухаживать за Остином и Джастином дома, давая своим родителям больше времени, чтобы побыть с Малией. Наконец, после нескольких недель беспокойства, Малии стало лучше. Когда она вернулась домой из больницы, вся семья устроила большую вечеринку, чтобы отпраздновать это событие. Они ели пирожные, играли в игры и просто наслаждались общением. Шли годы, Кендра и Малия продолжали сталкиваться с трудностями, но их сила и связь становились все крепче. Они вступили в подростковый возраст со смесью типичных подростковых проблем и уникальных медицинских потребностей. Регулярные осмотры и периодические процедуры стали нормальной частью жизни, но они не позволяли этим вещам определять, кем они были. В старших классах были проблемы с учебой и социальные барьеры. Девочкам часто приходилось объяснять свою историю любопытным одноклассникам. Иногда они уставали от того, что на них смотрели как на чудо медицины, а не как на обычных подростков. Сейчас, спустя 18 лет после революционной операции по разделению детей, Кендра и Малия превратились в вдохновляющих молодых женщин. Страсть к искусству переросла у Кендры в талант к цифровому дизайну. Она начала создавать логотипы для местных компаний и даже оформила обложку школьного ежегодника. Любовь Малии к музыке привела ее к тому, что она присоединилась к школьному хору, где ее уникальный голос и целеустремленность вдохновили одноклассников. Путешествие близнецов также оказало неожиданное влияние на их семью. Джейк, их отец, стал адвокатом семей, сталкивающихся с аналогичными медицинскими проблемами.
Он организовал ежемесячную группу поддержки в местном общественном центре, предлагая рекомендации и внимательно слушая родителей, принимающих сложные медицинские решения для своих детей. Их мать Эрин, старшая сестра Кортни и младшие братья Остин и Джастин по-прежнему являются их самыми преданными поклонниками и будут любить и лелеять их вечно. Что вы думаете об удивительном путешествии Кендры и Малии? Приходилось ли вам когда-нибудь преодолевать серьезные трудности в своей жизни? Как вам это удалось? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. До следующего раза продолжайте верить в себя.